В этом видео мы вспомним про очень популярную в свое время певицу и танцовщицу из Франции с красивым и необычным именем Ализе Жакате. Она особо не нуждается в представлении. С начала 2000-х и примерно до 2007 года ее имя гремело на весь мир. Также Ализе была очень популярна и известна у нас в России. Вот лично мне она нравится не только за ее песни, но в особенности за ее былую неземную красоту. Мне до сих пор очень нравится любоваться на ее многочисленные фотографии, когда она была еще молодая и бесподобно красивая. Глядя на нее, у меня сразу улучшается настроение. Но, к сожалению, со временем люди меняются, и бывает, что не в лучшую сторону. Эти изменения произошли и с нашей Ализе. Сейчас она уже не совсем та молодая и стройная красотка, но мы не будем о грустном. И вспомним про ее самое прекрасное и звездное время. От восхождения на Олимп славы и до печального заката ее музыкальной карьеры. Талантливая корсиканочка появилась на свет 21 августа 1984 года в столице французского острова Корсика, города Аячо, где проживала со своими родителями и младшим братом. Ее мать и отец увлекались виндсерфингом и поэтому решили назвать свою дочь в честь морского ветра Эл-Ализе. С раннего детства Ализе демонстрировала музыкальные способности и неуемное желание танцевать. Пение и танцы – не единственные таланты этой милой девушки из Корсики. Однажды, когда ей было 11 лет, Ализе приняла участие в конкурсе, объявленном авиационной компанией Air Outre-Mer. Ее рисунок, сделанный на корпусе самолета, изображение которого было помещено на специальном бланке, занял первое место. В награду она получила поездку на Мальдивы. Ее рисунок затем был нанесен на настоящий самолет, который был назван в ее честь. Прекрасная Ализе для поддержания физической формы и своей неземной красоты занималась тайским боксом. Она еще и страстная футбольная болельщица. Но все же главной любовью юной девушки оставались музыка и танцы. Именно благодаря своей страсти к танцам, спустя 4 года после победы в конкурсе рисунков, Ализе решила принять участие в телевизионном музыкальном шоу «Юные звезды» на канале Метрополия 6. Ализе одержала там победу, исполнив песню популярной французской певицы Аксель Ред под названием «Моя молитва». Совсем еще юная Ализе Жакате очаровала жюри, и они присудили ей музыкальную награду Мельер Грейн как самому перспективному молодому дарованию. И именно эта победа и стала отправной точкой в карьере будущей молодой звезды. Ее заметили мэтры французского музыкального Олимпа, певица Мильен Фармер и композитор Лоран Бутон. Они предложили Ализе сотрудничество для продолжения вокальной карьеры, и она любезно согласилась. Ее самым первым сценическим образом стала Лолита. Это юная красавица с сексуальной внешностью в откровенной одежде. Но в жизни Ализе отличалась от своего творческого образа. Она была достаточно робкой и скромной девчушкой и мало чем отличалась от своих сверстников. Но тем не менее, ей всегда нравилось быть в центре внимания. Этот первый сингл Ализе «Я Лолита» был очень успешным, и через пару месяцев Лоран Бутон снял на эту песню первый клип певицы, на съемки которого ушло всего 2 дня. По сюжету Ализе играла там деревенскую девушку, мечтающую жить в большом городе. Съемки проходили в скромном домике и на ячменных полях в местечке Сен-Лис. Успех этого первого сингла был настолько оглушительным, что поразил даже его авторов и устроителей. В течение полугода он держался в десятке самых продаваемых. За это время было продано более 1,5 миллиона копий сингла. Такое не удавалось не только новичкам, но даже и популярным звездам. Спустя месяц Ализе выпустила свой дебютный альбом «Гурмандиз», что в переводе означает «лакомство», в который также вошел сингл «Я Лолита», и благодаря своему первому альбому начинающая французская певица стала популярна не только во Франции, но и далеко за ее пределами. Ее песни полюбились также и радиослушателям по всему миру, в Японии, Канаде, Германии, России и многих других странах.
Буквально за 3 месяца он стал платиновым. Только во Франции было продано свыше 1 миллиона копий. Легкие песни Ализе ЖКТ вкупе с ее красивым вокалом моментально полюбились молодежной публике и критикам. Результатом ее оглушительного успеха стала первая профессиональная музыкальная награда, присужденная ей в ноябре 2000 года телеканалом М6. Певица была узнаваемой и востребованной. Она давала интервью многим музыкальным теле- и радиоканалам, принимала участие в фотосессиях и благотворительных акциях. Следующим оглушительно успешным проектом Ализе в сотрудничестве с Милен Фармер и Лораном Бутоном стал ее второй сингл, который так и называется «Ла Лизе». Он был выпущен в конце ноября 2000 года, и буквально через неделю был снят на него клип. Несмотря на свою простоту, видеоролик все же сыграл большую роль в раскрутке этого альбома. Вот так на мажорной ноте у Ализе закончился 2000 год, первый в ее профессиональной карьере и очень успешный. В апреле следующего 2001 года вышел третий сингл певицы «Parle to Bass» «Говорить совсем тихо», на который сразу же был снят видеоклип под тем же названием. Желая показать прощание Ализе с детством, Лоран, который руководил этим проектом, придумал несколько мрачноватый сюжет. На медленную музыку были положены лирические стихи. По сюжету Ализе пела, окруженная живыми куклами, а в конце клипа она хоронит одну из них, как бы прощаясь с детскими иллюзиями. По мнению публики и критиков, это был не самый удачный видеоклип. В этом же году Ализе добралась и до нашей России, где уже была узнаваемой и известной. В апреле она дала интервью радиостанции Европа Плюс, а летом того же года Ализе была приглашена на церемонию вручения российской музыкальной премии «Стопудовый хит», которую проводила радио Хит FM, где она выступала со своей песней. В тот же день Ализе дала пресс-конференцию, которая была показана на телеканале MTV Россия. Следующий клип Ализе был снят на песню «Gourmandines» из одноименного альбома в одном из предместий Парижа. Там Ализе отдыхает вместе со своими друзьями, на роль которых были выбраны молодые люди из молодежных агентств Парижа. На этот раз на съемки видеоклипа ушел всего лишь 1 день. Сюжет клипа, конечно же, несколько незамысловатый. Молодые люди развлекаются на природе, но тем не менее отлично подобранная команда способствовала продажам этого альбома. Потом в мае 2003 года в поддержку предстоящего концертного турне по Европе вышел очередной клип «Мне не 20 лет» «Жепа Ванто», и следом за ним 3 июня 2003 года на прилавках магазинов появляется новый сингл прекрасной корсиканки под тем же названием. Потом Ализе пропала, и о ней ничего не было слышно почти целый год. Но через некоторое время они опять заговорили, после того, как в октябре 2003 года вышел очередной третий сингл Ализе под названием «A Contre-Courant» во встречном течении. Клип был снят в Бельгии за 2 дня. Декорацией клипу послужил огромный завод угольной обработки, не действующий и оставленный уже долгие годы. Человек, который периодически появлялся в клипе, настоящий пластический акробат из цирка. Тем временем, осенью 2003 года, Ализе записала третий сингл из альбома «Мои электрические разряды» во встречном течении. Mes courants électriques. Франкоязычная версия альбома включала в себя 11 композиций, но для заграницы немного другая версия с 4 английскими песнями. Со временем она подросла, и песни у нее стали более взрослые. Но с другой стороны, послушав такие произведения, как «Ток де Мак», «Юппиду», можно сказать, что она была по сути еще ребенком, хотя и сама этого не скрывала. В середине февраля следующего 2004 года Ализе снялась в новом клипе на песню «С меня довольно». J'en ai marre. Действие происходило в аквариуме, где Ализе выступает в образе золотой рыбки. Клип был выпущен не только на французском языке. Англоязычная версия видеоклипа называлась «I'm Fit Up», и сразу же после съемок ролика многие издания напечатали интервью с молодой певицей, озаглавленной «История возвращения Ализе».
Как только сингл попал на прилавки магазинов, он сразу же занял вторую строчку хит-парадов. К сожалению, синглу не удалось надолго задержаться на верхних строчках чартов. Его продажи были далеко не такими массовыми, как ее первые работы. В августе 2004 года на французские каналы начали показывать ее новый клип, Amélie m'a dit. который также включал нарезки ее концертного тура. А 18 октября на CD и DVD дисках вышел релиз концертного турне Alizée под названием En concert. в который вошли все самые лучшие песни Alizée ЖКТ. Этот альбом сразу же влетел в чарт 200 альбомов Франции и попал на 38 место. В большей степени, потому что за первую неделю фанаты Alizée сделали большое количество покупок. Но далее диск стремительно падал вниз и уже через 5 недель вылетел из чарта. К сожалению, это был провал. Хотя мне очень нравится этот концерт, и я до сих пор от него кайфую. В следующем 2005 году, в апреле, у Alizée и ее возлюбленного Джереми родилась дочь. После родов красивая и сексуальная внешность Alizée стала постепенно притупляться. С этого момента начался ее медленный и грустный закат карьеры в качестве певицы. Но про это я, может быть, сделаю вторую часть. А пока что на этом мы закончим.